Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем простую, но очень оригинальную шапочку крючком с узором из пышных столбиков. Макушка тоже по-своему оригинальна. Ее вы можете взять за основу вязания любой шапки. С узорами можно экспериментировать. Я вязала крючком 3,5 мм. Пряжа полушерсть, в 100 граммах 240 метров. Шапка на обхват головы 52-56 сантиметров. Диаметр дна 16,5 сантиметров. Начинаем с донышка шапки. Следующую петлю провяжем 10 столбиков с накидом. Стягиваем нить, замыкаем соединительным столбиком и начинаем вязать следующий ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. Во втором ряду мы будем прибавлять столбики. То есть в каждый столбик предыдущего ряда будем провязывать по 2 столбика с накидом с общим основанием. Таким образом, в этом ряду у нас получится не 10 столбиков с накидом, а уже 20. Так будем вязать до конца ряда. Заканчивать ряд будем соединительным столбиком. В третьем ряду будем плавно прибавлять наши столбики. Делаем 3 воздушные петли подъема. Теперь в это же основание провяжем лицевой рельефный столбик с накидом. Теперь следующий столбик предыдущего ряда провяжем лицевой рельефный столбик. И вот эти 2 лицевых рельефных столбика в каждом ряду мы будем неизменно вязать лицевыми рельефными. Следующий столбик предыдущего ряда, следующую петлю основания, провяжем обычный столбик с накидом. Обычный столбик с накидом. И теперь за это же основание провяжем лицевой рельефный столбик. Лицевой рельефный столбик. Следующий столбик провязываем лицевым рельефным столбиком. Так и будем чередовать. Обычный столбик, 2 лицевых рельефных. Так будем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. В четвертом ряду продолжаем прибавление. 3 воздушные петли подъема. Теперь из обычного столбика предыдущего ряда провязываем 2 обычных столбика. А 2 лицевых рельефных будем вязать неизменно. Над каждым столбиком предыдущего ряда будем провязывать лицевой рельефный столбик. Так будем чередовать. 2 лицевых рельефных столбика, 2 обычных, 2 лицевых рельефных, 2 обычных. Так будем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком.
5-й ряд и все остальные последующие вяжем аналогично. То есть будем прибавлять обычные столбики с накидом между группой лицевых столбиков рельефных. Так будем вязать до нужного диаметра шапочки. Каждый ряд заканчиваем соединительным столбиком. Получили донышко 16,5 сантиметров, расчет на плотное облегание. Следующий этап. Немного украсим макушку. В этом круге я буду обычные столбики вязать обычными столбиками. Один из рельефных столбиков тоже провяжу обычным столбиком. А над вторым рельефным лицевым столбиком провяжу пышный столбик. Сейчас провязываем столбики с накидом в каждую петлю основания, в каждый столбик предыдущего ряда. Просто обычные столбики с накидом. Видите? Доходим до лицевого рельефного столбика. Его я тоже провяжу обычным столбиком с накидом. Угу. Так, вот у нас получилось 7 обычных столбиков. И сейчас провяжу пышный столбик над вторым лицевым рельефным столбиком. Вытягиваю 5 петель. Провязываем все петли и заканчиваем ряд соединительным столбиком. Количество петель у нас осталось неизменным. В работе будет 80 столбиков. Следующий ряд столбиков с накидом. Делаем 3 воздушные петли подъема и будем в каждую петлю основания, в каждый столбик предыдущего ряда провязывать столбик с накидом. Напомню, теперь мы не будем уже прибавлять петли, и у нас до конца вязания останется в работе 80 столбиков. Столбики вяжем до конца ряда, заканчиваем ряд соединительным столбиком. Следующий ряд изнаночных рельефных столбиков. То есть над каждым столбиком предыдущего ряда будем провязывать изнаночный рельефный столбик. Так будем вязать до конца ряда, заканчиваем ряд соединительным столбиком. Следующие 2 ряда будем провязывать столбиками без накида. То есть каждый столбик предыдущего ряда будем вязать столбик без накида. Рабочее количество столбиков в круге 80 остается неизменным. Напомню, что после ряда изнаночных рельефных столбиков мы будем вязать 2 ряда столбиков без накида.
Провязали. Теперь приступим к узору. 3 воздушные петли подъема. Теперь нам нужно пропустить один столбик предыдущего ряда, и в следующий столбик вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Далее еще 2 столбика с накидом в следующей петле основания, то есть 3 столбика с накидом последовательно. Провязали. Теперь делаем накид на крючок, возвращаемся в пропущенный столбик, вытягиваем петлю. И так вытянем еще 2 раза. То есть всего вытягиваем с накидом 3 петли на крючок. 3. Теперь провязываем петли. У нас получится 2 петли на крючке. И провяжем их вместе. Готово. Теперь нам опять надо пропустить столбик предыдущего ряда и в следующий провязываем столбик с накидом. Провязали. Не перепутайте. Далее последовательно еще 2 столбика с накидом. Получилось 3 столбика с накидом последовательно. Делаем накид на крючок. Возвращаемся в пропущенный столбик, вкалываем крючок и вытягиваем петлю. Второй раз вытягиваем петлю. Делаем накид на крючок, вытягиваем петлю. Теперь провязываем все накиды вместе, оставляя первую петлю на крючке. У нас получилось 2 петли. Провяжем их вместе. Вот готов второй пышный столбик. Так будем вязать до конца ряда. Заканчивать ряд будем соединительным столбиком. Пропускаем опять петлю. Вяжем 3 столбика с накидом последовательно. Провязали. И опять пышный столбик. Делаем накид на крючок. Возвращаемся в пропущенную петлю основания. Вытягиваем 3 петли. 3. Провяжем накиды вместе, сохраняя первую петлю. 2 петли у нас на крючке. Провяжем их вместе. И получился еще один пышный столбик. Следующий ряд узора. Делаем 3 воздушные петли подъема. А вот следующий ряд мы будем вязать с изнанки. То есть обратный ряд провяжем для того, чтобы получить косичку. Делаем накид на крючок. Сейчас нам нужно найти те столбики с накидом. Дублируем, провяжем, петлю пропустим, провяжем 3 столбика с накидом. Их хорошо видно. 3 столбик. Все абсолютно так же. Делаем накид на крючок. Из пропущенной петли будем вытягивать петли 3 раза. Я вытягивала 3 раза. Можно делать еще пышнее. 3. Провяжем. 2 петли на крючке. Провяжем их вместе. То, что между пышными столбиками, это будем пропускать. Туда будем вкалываться.
накид, столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий, так, здесь хорошо видно пропущенный столбик. Делаем накид на крючок, в пропущенную петлю основания вводим, вытягиваем петлю, второй раз и третий раз. Провяжем накиды вместе, оставляя первую петлю. Провяжем вместе. И продолжаем до конца ряда. Также будем пропускать петлю основания. 3 столбика с накидом последовательно. Накид на крючок. И будем делать пышный столбик. Продолжаем до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Напомню, этот ряд мы вяжем с изнанки. А далее опять вернемся к лицевой стороне вязания. Вот так узор будет выглядеть с лицевой стороны. Продолжаем. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Следующие 2 ряда столбики без накида в каждую петлю основания. Напомню, в работе у нас 80 столбиков. Напомню, столбиками без накида вяжем 2 ряда, заканчиваем ряды соединительными столбиками. Следующий ряд столбики с накидом, 3 воздушные петли подъема. И теперь в каждую петлю основания будем провязывать столбик с накидом. В работе 80 столбиков. Будем вязать до конца ряда, заканчиваем ряд соединительным столбиком. Следующий ряд – ряд изнаночных рельефных столбиков. То есть над каждым столбиком предыдущего ряда будем вязать изнаночный рельефный столбик. Так будем продолжать до конца ряда, заканчиваем ряд соединительным столбиком. И у нас получится готовая полоса. Для нужной глубины шапочки я провязала 2 полосы узора. Вторая полоса узора у меня не завершенная, заканчивается 2 рядами столбиков без накида. И далее приступаем к обвязке. Я покажу, как я обвязываю. Вы можете как-то по-своему обвязать, но мне край очень это нравится этим способом. Получается очень ровный, аккуратный край. Вот посмотрите. Вкалываем крючок, вытаскиваем как на столбик без накида. Теперь оборачиваем нить вокруг петель или петель. Меня постоянно поправляют, я извиняюсь. Получается аккуратный ровный край.
Так продолжаем до конца ряда. Заканчиваю ряд все так же соединительным столбиком. И вот такой краешек у нас получается. Наша шапочка готова практически. Вот такая шапочка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!